Артур Конан Дойл. Исповедь. Монастырь Третьего ордена сестер-доминиканок, большое беленое здание с маленькими, глубоко посаженными окнами, стоит на углу улицы Сан-Педро в Лиссабоне. Внутри высокой деревянной паперти находится деревянная статуя святого Доминика, основателя ордена, выполненная в полный рост. И чужестранец с удивлением замечает странные обрезки и крошки, рассеянные по ее пьедесталу. Эти своеобразные дары по обету меняются от недели к неделе. По большей части они состоят из чашек с вином, щепок от дров, сырных крошек и зерен кофе, но изредка среди них можно найти разбитый жестяной сотейник или треснувшую тарелку. С простой верой сестры, когда их домашние запасы истощаются, кладут кусочек того, чего им не хватает, перед своим святым. Это служит ему напоминанием о том, что они ждут от него помощи. И действительно, на следующий же день прибывают дрова, вино, новый сотейник или все то, в чем они еще нуждаются. Происходит ли это благодаря чуду или же благодаря помощи благочестивых мирян снаружи, для других это может быть вопросом, но только не для простодушных сестер святого Доминика. Для них все их существование — это одно непрерывное чудо, и они указывают на полки своей собственной кладовой как на окончательное опровержение любого еретического сомнения. И если бы у этих кротких фанатичек спросили, почему именно их орден был выбран для этой постоянной сверхъестественной заботы, они ответили бы, что это было небесное признание святости их настоятельницы. В течение 20 лет сестра Моника трудилась среди тех падших слоев общества, спасение которых является особой миссией сестер-доминиканок. В Лиссабоне не было ни одного переулка, который не озарялся бы взмахами ее длинного белого одеяния. И все же, будучи настоятельницей, она продолжала работать и молиться с неутомимой энергией, которая стыдила молодых послушниц. Никто не мог сосчитать, сколько было тех, кто был вырван из греховной жизни благодаря ее усилиям. Ибо она обладала, прежде всего, даром сопереживать и завоевывать доверие тех, кто страдал. Говорили, что это знак того, что она страдала сама. Но никто не знал истории ее ранних лет, потому что она пришла с северных гор и редко и коротко говорила о своей собственной жизни. Ее восковое лицо было холодным и безмятежным, но иногда в ее больших темных глазах появлялось выражение, которое заставляло несчастных и бедняков чувствовать: нет такой глубины горя, где настоятельница Моника не побывала бы до них. В безмятежной жизни монастыря есть одно ежегодное событие, которому предшествует 6 месяцев ожидания и за которым следует 6 месяцев воспоминаний. Это ежегодное говение или духовное уединение, когда к ним приходит какой-нибудь преподобный проповедник и через неделю молитв и увещеваний побуждает эти благочестивые души к еще более тонкой духовности. Только святой мог надеяться повлиять на столь святую общину, и для праведного и искреннего священника последним венцом признания было право провести говение для сестер святого Доминика. В один год это был францисканец Эспинос. В другой — отец Менос, знаменитый аббат Алькантары. Но ни один из них не вызвал того сдержанного волнения, которое охватило монастырь и передавалось из кельи в келью, когда пронесся слух, что говение в этом году будет проводить никто иной, как сам отец Гарсия, иезуит. Ибо отец Гарсия был священником, чье имя было славно по всей католической Европе как имя достойного преемника тех великих мужей, Ксавериев и Лайол, которые основали первое общество Иисуса. Он был проповедником, он был писателем, и прежде всего он был мучеником, ибо он понес Евангелие в Тибет и вернулся с раздробленными пальцами и вывернутыми запястьями как со знаком своей преданности. Эти изувеченные руки, поднятые в увещевании, трогали его слушателей больше, чем само увещевание.
Собой он был высок, тёмен ликом и сгорблен, истощен до костей самодисциплиной, с острым, оживленным лицом и изогнутым хищным носом агрессивного церковника. Когда-то это темное, изрезанное глубокими морщинами лицо обладало изяществом и красотой, теперь же в нем были характер и сила. Но и в молодости, и в старости это было лицо, на которое ни один мужчина и ни одна женщина не могли смотреть с равнодушием. Шрам от языческого меча, изуродовавший щеку, придавал ему дополнительное очарование в глазах верующих. Весь облик этого человека был настолько искривлен, изношен и изможден, что можно было бы усомниться, может ли такое тело вмещать столь острый и пламенный дух, если бы не эти сверкающие темные глаза, горевшие в густой тени кустистых бровей. Именно эти глаза господствовали над его слушателями, состояли ли они из распущенного лиссабонского общества или из кротких монахинь святого Доминика. Когда они свирепо блестели, пока он обличал грех и угрожал грешнику, или когда, значительно реже, они смягчались до безмятежного света, когда он проповедовал Евангелие любви, они принуждали тех, кто их видел, испытывать те же чувства, что выражали сами. Стоя у подножия алтаря со своей длинной черной фигурой и устремленным вперед лицом, он увлек за собой плотную толпу женщин в белых капюшонах каждым вспыхиванием этих ужасных глаз и каждым взмахом этой изувеченной руки. Но больше всего он взволновал настоятельницу. Ее глаза не отрывались от его лица, и было замечено, что она, которая, казалось, так долго оставляла все земные страсти позади себя, сидела теперь с восковым лицом, таким же белым, как и обрамлявший его капюшон. А после каждой проповеди она дрожала и трепетала до тех пор, пока ее четки не начинали стучать о деревянную переднюю панель ее скамьи для молитв. Сестра-мирянка из трапезной, которой довелось обратиться к настоятельнице в одну из тех ночей, едва смогла поверить своим глазам, когда увидела, как ее сдержанная настоятельница горько рыдает, уткнувшись лицом в свою маленькую жесткую подушку. Наконец неделя говения подошла к концу, и в субботу вечером каждая монахиня должна была сотворить свою генеральную исповедь в качестве подготовки к причастию в воскресное утро. Одна за другой эти фигуры в белых одеяниях, чье платье было символом их душ, проходили в исповедальню, шептали через узкую решетку историю своих простых жизней и слушали в глубоком смирении и покаянии мудрые советы и кроткие наставления, которые старый священник с отведенными глазами шептал им в ответ. И вот в установленном порядке сестры-мирянки, послушницы, сестры, они возвращались в часовню и ждали только возвращения своей настоятельницы, чтобы завершить день обычный вечерний. Настоятельница Моника вошла в маленькую темную исповедальню и увидела через квадратное оконце размером в фут, затянутое проволочной сеткой, боковую часть седой головы, одно внимающее ухо и похожую на коготь руку, которая закрывала остальную часть лица. Одинокая свеча тускло горела подле иезуита, и она слышала слабый шорох, когда он переворачивал страницы своего служебника. С видом человека, раскрывающего самые ужасные преступления, она опустилась на колени с головой, склоненной в кротком смирении, и прошептала те немногие незначительные проступки, которые все еще связывали ее с человечеством. Они были столь незначительные и столь немногие, что священник размышлял про себя, какое же наказание выбрать, чтобы оно не было совершенно несоразмерно ее невинности, как вдруг кающаяся замялась, словно ей нужно было сказать что-то еще, но ей было трудно это произнести. «Мужайтесь, сестра моя», — сказал отец Гарсия. «Что же еще остается?» «То, что остается», — ответила она, — «хуже всего». «И все же это может быть не так уже серьезно», — обнадеживающе сказал исповедник. «Не бойтесь, сестра моя, доверить это мне». Но настоятельница все еще колебалась, и когда она наконец заговорила, это было сделано таким тихим шепотом, что рука за решеткой прижалась к уху. «Преподобный отец», — сказала она, — «мы, носящие одеяние святого Доминика, поклялись оставить позади все мысли обо всем мирском.
И все же меня, недостойную настоятельницу, на которую все остальные имеют право смотреть как, например, всю эту неделю преследовала память об одном человеке, которого я любила. О мужчине, которого я любила, отец, в те дни, много лет назад, прежде чем я приняла постриг. «Сестра моя», — сказал иезуит, — «наши мысли не всегда подвластны нам. Когда они таковы, что наша совесть их не одобряет, нам остается только сожалеть о них и стараться прогнать их прочь. В этом-то и заключается вся чербота моего греха, отец». Мысли эти были мне сладки, и я не могла в душе своей пожелать прогнать их. Когда я была в своей келье, я действительно боролась с собственной слабостью, но при первых же словах, слетевших с ваших губ. С моих губ. Это был ваш голос, отец, который заставил меня подумать о том, кого я, как мне казалось, наконец забыла. Каждый тон вашего голоса возвращал память о Педро. Исповедник вздрогнул от этой неосторожности, из-за которой кающаяся добровольно произнесла имя своего возлюбленного. Она услышала, как его служебник упал на землю, но он не нагнулся, чтобы поднять его. На некоторое время воцарилась тишина, а затем, отвернув голову, он произнес епитимию и отпущение грехов. Она поднялась с подушки и уже поворачивалась, чтобы уйти, когда подле нее раздался короткий задыхающийся крик. Она посмотрела вниз, на решетку, и сжалась в ужасе от увиденного. Искаженное судорогой лицо смотрело на нее, вправленное в этот маленький дубовый квадратик. Два ужасных глаза смотрели из него, два глаза, настолько полные голодной тоски и безнадежного отчаяния, что все тайные страдания 30 лет вспыхнули в этом одном взгляде. «Хулия!» — крикнул он. И она прислонилась к деревянной перегородке исповедальни, прижав руку к сердцу и опустив лицо. Бледная, в белом одеянии, она была похожа на увядающую лилию. «Это ты, Педро», — сказала она наконец. «Мы не должны говорить. Это грех. Мой долг как священника исполнен», — сказал он. «Ради Бога, скажи мне хоть несколько слов. Никогда больше в этом мире мы вдвоем не встретимся». Она опустилась на колени на подушку, так что ее бледное чистое лицо оказалось рядом с теми ужасными глазами, которые все еще горели за решеткой. «Я не узнала тебя, Педро. Ты очень изменился. Только твой голос остался прежним. Я тоже не узнал тебя до тех пор, пока ты не назвала мое старое имя. Я не знал, что ты приняла постриг». Она тихо вздохнула. «Что еще мне оставалось делать?» — сказала она. «Мне незачем было жить, когда ты покинул меня». Его дыхание стало частым и тяжелым сквозь решетку. «Когда я покинул тебя?» «Когда ты приказала мне уйти», — сказал он. «Педро, ты знаешь, что ты покинул меня». Оживленное темное лицо внезапно стало спокойным благодаря усилию сильного человека, который взял себя в руки, чтобы встретить свою судьбу. «Слушай, Хулия», — сказал он. «В последний раз я видел тебя на площади. У нас было всего лишь мгновение, потому что твоя семья и моя были врагами. Я сказал, что если ты поставишь лампу на свое окно, я приму это как знак того, что ты хочешь, чтобы я остался верен тебе, но если ты этого не сделаешь, я исчезну из твоей жизни. Ты не поставила ее. Я поставила ее, Педро. Твое окно было третьим сверху. Оно было первым. Кто сказал тебе, что оно было третьим? Твой двоюродный брат Альфонсо, мой единственный друг в твоей семье. Мой двоюродный брат Альфонсо был моим отвергнутым поклонником. Две похожие на когти руки взлетели в воздух в ужасной судороге ненависти.
«Тише, Педро, тише», — прошептала она. Я ничего не сказал. Прости его. Нет, я никогда не прощу его. Никогда. Никогда. Значит, ты не хотел покидать меня. Я вступил в орден в надежде на смерть. И ты никогда не забывал меня. Боже, меня упаси, я никогда не мог. Я так рада, что ты не смог меня забыть. А, Педро, твои бедные, бедные руки. Моя утрата стала приобретением для других. Я потеряла свою любовь, но я сотворила святого и мученика. Но он опустил лицо, и его костлявые плечи затряслись от муки. «А как же наши жизни?» — пробормотал он. «Как же наши впустую потраченные жизни?» Сестры святого Доминика до сих пор говорят о последней проповеди, которую отец Гарсия произнес перед ними, о проповеди об ужасных жизненных невзгодах и о сокрытой сладости, которая может из них произрастать, пока самый прекрасный цветок добра не расцветет на самом грязном стебле зла. Он говорил о губительной для души скорби, которая может обрушиться на нас, и о том, как мы можем очиститься ею, хотя бы лишь для того, чтобы научиться более глубокому и истинному сочувствию к скорби нашего ближнего. А затем он помолился сам и умолял своих слушателей помолиться о том, чтобы несчастный мужчина и кроткая женщина научились принимать скорбь в таком духе, и чтобы бунтарский дух одного был смягчен, а нежная душа другой сделалась сильной. Такова была молитва, которую вознесли сотни сестер. И если сладость и чистота могут помочь ей, их молитва, возможно, принесла мир еще раз настоятельнице Монике и отцу Гарсии из общества Иисуса.